Сегодняшний наш круглый стол, сегодняшнее заседание посвящено храму Святой Софии Константинопольской. И я сейчас представлю моих коллег, которые согласились участвовать в обсуждении. Это Андрей Юрьевич Виноградов, кандидат исторических наук, доцент и старший научный сотрудник лаборатории медиевистических исследований Высшей школы экономики. Петр Валерьевич Шувалов, кандидат исторических наук, доцент Санкт-Петербургского государственного университета. Игорь Анатольевич Иванов, кандидат философских наук, доцент, заведующий кафедрой иностранных языков Санкт-Петербургской духовной академии и священник храма Преображения Господня в Лесном. Также в формате видеообращения участвует сегодня профессор Альбрехт Бергер, доктор наук и профессор Мюнхенского университета, Иоаннис Виталиотис, доктор наук и научный сотрудник Центра исследований византийского и поствизантийского искусства Афинской академии. И Анна Владимировна Захарова, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры всеобщей истории, истории искусства, исторического факультета МГУ и старший научный сотрудник сектора византийского искусства Государственного института искусствознания. Вот наши сегодняшние участники. Храм Святой Софии, построенный 1,5 тысячелетия назад и сохранившийся до ныне, наиболее известный и самый величественный памятник ушедшей византийской цивилизации. Однако это не только памятник архитектуры и искусства средних веков. Великая Церковь, как ее называли, стала символом Пакс Христиана, христианской империи со столицей в Новом Риме, Константинополе. То есть той державой, которую мы сейчас называем Византией. Когда Юстиниан в VI столетии возвел этот грандиозный храм, Святая София воплотила в себе триумф, торжество христианской Римской империи, объединившей под своим скипетром все Средиземноморье. И в дальнейшем, на протяжении всего византийского тысячелетия, того тысячелетия, когда существовала Византийская империя, храм был центром притяжения для всего этого государства, средоточием ее политической и церковной жизни, местом коронации императоров и, воплощением ее идеи. Когда же в 1453 году турки захватили Константинополь и обратили эту церковь в мечеть, это тоже стало символом крушения христианской империи и торжества османской державы. Не случайно храм Святой Софии был самым первым из всех константинопольских храмов обращен в мечеть, совершенно официально. В 20 веке, в 30-е годы 20 века, храм Святой Софии обрел нейтральный статус и стал музеем. Но вот совсем недавно, в июле 2020 года, по решению турецких властей, он был вновь обращен в мечеть. Этот шаг, отметим, отнюдь не прагматический, а тоже глубоко символический, и возмутивший как христиан по всему миру, так и просвещенных светских людей, как в Европе, так и в самой Турции, послужит сегодня поводом вспомнить об истории Великой Церкви, рассказать об ее архитектуре, о великолепных мозаиках, об образе Великой Церкви в литературе византийской и в фольклоре и, охарактеризовать значение храма для всего христианского мира. И сейчас я, предоставляю слово профессору Альбрехту Бергера из Мюнхенского университета. Он выступит в формате видеообращения и, вкратце расскажет об истории возведения храма Святой Софии и вообще, о том, почему, как он был построен и какое он имел значение для византийского государства. Good morning, everybody.
and my sincere thanks to the organizers who have invited me to say some words about Hagia Sophia. Before we talk about the building as it stands today, we should ask ourselves why it stands there and since when. In the time before Constantine the Great, the old city of Byzantium occupied the eastern tip of the peninsula, at the southern entrance to the Bosporus on its European side, although the whole area was protected by a wall running across the land ridge. The actual settlement was confined to the area around the harbors at the entrance of the Golden Horn. At the foundation of Constantinople, the area of the city was greatly expanded to the west. The new city center still lay in Byzantium, but uphill at the place where the road from Thrace ended and where enough space was available to build an imperial palace and a hippodrome close to it. The Hagia Sophia, or Great Church as it was mostly called in the first centuries of its existence, stands on the northern side of this new center towards the Acropolis. But when was it built? We should be aware that Constantinople was not founded as a Christian city. Constantine the Great let many churches be built, for example at the graves of the apostles in Rome, or also in the Holy Land, but certainly not in Constantinople, which was designed as his own city, that is, as a monumental stage for his imperial cult, where his statue stood on a column in the shape of a naked sun god with a crown of solar rays, and where he was venerated as the new Jupiter in the capital. Only his mausoleum had a Christian component, for he was buried there in a sarcophagus surrounded by cenotaphs for the 12 apostles, that is, as a new Christ. The Great Church was inaugurated only in 360, more than 20 years after Constantine's death, when his son Constantius pushed the cult of his father into the background and made Constantinople a real Christian city and the capital of the East. The question arises, therefore, what stood on its place before? The designation of the church or the building as Sophia, the wisdom of God, has led to the assumption that the building was actually erected already in Constantine's own time, but dedicated to the emperor's divine wisdom, and that it was rededicated to the wisdom of God when it was turned later into a church. The first Hagia Sophia was destroyed by fire in 404 and rebuilt, probably on a larger scale, until 415. The second building then was again destroyed by fire during the so-called Nika riots in 532. The present church was built on the orders of Emperor Justinian immediately thereafter and consecrated in 537. About the shape of the first Hagia Sophia nothing is known, and only very little of the second one. But the third Hagia Sophia still stands today, essentially as it was built, although it was often damaged and subsequently repaired. From the very beginning, the new Hagia Sophia was perceived as a wonder of the world, and that with full right. The architectural shape of the present building will be discussed by other colleagues later in this meeting, so I will confine myself to only a few remarks. The new Hagia Sophia was, in fact, a church like no other before. That means an experimental building designed and built by architects who had no experience with vaults and a dome of such size, and which almost collapsed before it was even finished, so that it only could be saved by changes of plan which are still visible today. Nonetheless, the dome collapsed after only 21 years in 558. Two more collapses happened in 992 and in 1346, but every time the church was repaired with great effort. Any other building with such problems of stability would probably have been given up, but not Hagia Sophia, since it had an enormous symbolic importance as the church of the emperor and patriarch, and stood in an absolutely dominating position in the city center.
To build a church of such dimensions would have been entirely impossible in later times and had, therefore, to be preserved at any cost. Hagia Sophia had also become a monument of the emperor's own glorious past. The legendary account of its construction from the late 9th century tells us, for example, that the precious materials were collected from the whole empire, that the building plan was inspired by God himself, and that an angel would protect the church forever. There are some more points I would like to make here. The present Hagia Sophia had only an abstract mosaic decoration with crosses when it was built, and received figural mosaics only in the 9th century. But since the interior main space is completely unsuited for the installation of large image cycles, it never had more than the Pantocrator in the dome, the Mother of God in the main apse, and church fathers in the upper part over the galleries. The later mosaics, therefore, are all single pictures in the vestibules and galleries. Also, the church housed an important collection of relics, but the emperors were always buried elsewhere in the city. When Constantinople was conquered by the Ottomans in 1453, Hagia Sophia became a mosque. But the admiration for the building and the old legends lived on in a new Islamic version. Hagia Sophia deeply inspired the architecture of the great new mosques in Istanbul and was twice restored thoroughly in the mid-16th century and by the Swiss Fossati brothers between 1847 and 1849. We all know that it was converted into a museum in 1935 and back into a mosque only some weeks ago, which is, in fact, the reason for our meeting today. So let me conclude with a personal remark. Unpleasant as this event may be, it is not the end of the world. Hagia Sophia will be well kept, also in the future, either as a mosque or as a museum, and who knows how long the present state and the new use will last. Thank you for your attention. Итак, профессор Бергер вкратце рассказал об истории возведения храма, о том, что такое был храм Святой Софии для Византийской империи. И теперь я предоставляю слово Петру Валерьевичу Шувалову, который расскажет об историческом контексте возведения храма Святой Софии, о Византийской империи времен Юстиниана Великого и вообще о том, что такое Византия. Пожалуйста. Пару слов. Я должен сразу предупредить, что я, конечно, не настоящий византиист, так уж стопроцентный, потому что я всегда увлекался не только Византией, но и разными другими народами. Поэтому у меня взгляд, может быть, не совсем такой традиционный. Для меня Византия предстает иногда не совсем так, как обычно ее представляют в учебнике, поэтому то, что я вам буду говорить, оно не всегда соответствует такой канонической версии, не удивляйтесь. Но я постараюсь вам дать, так сказать, и каноническую сейчас немножко версию, и некоторые акценты. Но давайте пробежимся сначала благодаря вот этим картам, которые... У нас есть подборочка здесь, дюжина карт. Быстро пробежимся просто по истории всей Византии, потому что, наверное, для некоторых присутствующих будет приятно освежить это в памяти. Тем более, что наша тема основная – это Святая София, это храм, который, собственно говоря, во всех его и первых двух, так сказать, не сохранившихся вариантах, если считать, и кончая тем, что мы сейчас имеем уже после падения Византии и Османской Турции, существовал на протяжении многих веков, и, значит, так вот эту всю историю посмотрели бы, да? Перед нами, на всех картах, кстати, которые здесь будут, они более-менее одинаково розовым цветом обычно покрашены в Византии, что удобно. Позднеримская империя, которая, собственно говоря, и есть Византия. Да? Византии не было. То, что мы называем Византией, это Римская империя. Византийцы никогда себя не называли византийцами, если не иметь в виду, что под византийцами они иногда могли иметь в виду жителей Византия, старое древнее название Константинополя.
Вот. Называли они себя римлянами, ну, по-гречески это ромайой, ромеи в средневековом произношении, ну и со всеми вытекающими. В принципе, это название для потомков Византии было актуально еще в середине XX века, и грекоязычные жители Константинополя, то есть Стамбула современного в середине XX века, называли себя не эллинами, а ромеями, и говорили они не на эллинском языке, а на ромейском, хотя это греческий. Вот, так что вот это первая такая важная ремарка. Значит, Римская империя – это и есть, собственно говоря, Византия. Вот перед вами поздняя Римская империя, в тот момент, когда происходит конец античной цивилизации, конец Римской империи, начало великого переселения народов. Здесь у нас с вами красной стрелочкой обозначено вторжение гуннов. Это как раз начало великого переселения народов в 375 условно году. Вот это великое переселение народов приводит к тому, что огромные массы варварских племен, готов, вандалов и всех остальных разрушают Западную Римскую империю, остается ее восточная часть. Можно следующую карту. Вот, и восточная часть, вот она густым розовым здесь по-прежнему закрашена, а на западе, как вы видите, образовалась масса всяких варварских королевств. Да? И вот ровно половина, вот такая по этой вертикальной центральной линии, отсекает ту Восточно-Римскую империю, которая сохранилась к концу V века. И вот она-то уже к этому моменту, безусловно, ну, как бы Византия, хотя по-прежнему, безусловно, конечно, это Римская империя. Константин Великий, когда он действовал и закладывал Константинополь, производил все свои реформы, он действовал еще в той империи, она еще была такая большая. Да? А вот эта ситуация, когда остался только один Восток, это ситуация уже, строго говоря, предшествующая Юстиниану и начало правления Юстиниана. И вот перед Юстинианом стояла задача, это мы еще немножко поговорим попозже, сейчас пробежимся вперед, как бы восстановить империю хотя бы частично, что ему удалось. И вот светло-розовым цветом, видите, красные стрелочки на запад по морю, здесь так продвигаются мимо Сицилии, Сардинии, в сторону Южной Испании. Вот, розовым цветом вокруг Средиземноморья Италия, Северная Африка вместе с Карфагеном, острова, Южная Испания – это все территория Юстинианом завоеванной. И он таким образом как бы восстанавливает, реставрирует империю, ну хотя бы наполовину на западе, потому что вторая половина таки все-таки осталась за Альпами. Вот здесь такой фиолетовый цвет – это государство франков, там Хлодвиг Великий, там начало западноевропейского государства мировингов, из которого потом будет империя каролингов Карла Великого, это еще мы увидим, и дальше вся средневековая Европа. В Испании здесь вестготы, но они не сыграют такую большую роль. Но, по крайней мере, это все останется за бортом, так сказать, вот этой реставрируемой империи. Да? Он император, который реставрирует, восстанавливает империю. И он фантастически удачлив в этом деле поначалу. Он смог буквально за несколько лет завоевать всю ту территорию на западе Средиземноморья, которую, между прочим, Рим, то есть то же самое государство, только раньше, да, Римская республика, завоевывала в течение, ну, собственно говоря, 200 лет, от первой до третьей Пунической войны, если не больше. Здесь понадобилось всего несколько, лет, или смотря как считать, 10 лет, а потом начались трудности. И трудности дались очень дорого. Об этом мы еще поговорим. Давайте дальше пойдем, следующую карту. Вот. А после того, как Юстиниан, вот эта вот восстановленная империя Юстиниана, это единственная карта, где она не розовым цветом, но вы видите, какая она, в общем, большая и внушительная. Она практически закрывает все Средиземноморье, кроме современной Южной Франции, Каталонии и Валенсии. Все остальное в руках Римской империи, снова она же для нас Византия, ранняя Византия. Следующий, пожалуйста.
Вот. Ну, а дальше, после смерти Юстиниана, правят несколько его преемников, и, к сожалению, дальше потом все для византийцев рушится. В середине VII века от Византии остаются только маленькие клочки. Вот вы видите на этой карте такой слабой розовой линией очерчена та самая территория, которая век назад принадлежала Византии. Юстинианом была завоевана и контролировалась и прочее, а теперь все потеряно. Да? Зеленый на юге – это мусульманский халифат, арабский халифат, который сначала захватил основные территории в Сирии и в Египте, дальше потом одновременно завоевал весь Ближний Восток и Средний Восток и дошел до Тянь-Шаня, да, собственно, до Памира. А на Западе спустя некоторое время вышел в Испанию. И таким образом у Византии к середине VII века, к началу VIII остаются, вот здесь такая оптимистическая очень карта, да, у нее остаются острова, и то так под полуконтролем иногда. У нее остается побережье на Балканах, Греции, ну и, строго говоря, побережье и отдельные островки вокруг городов в Малой Азии, ну и в горах области. А так сама вот равнина малайзийская в центре, где современной Турции, да, она такое дикое поле, там бесконечные мусульманские отряды все время грабят, все время атакуют, потом их оттуда выгоняют, там партизанская борьба и так далее. Да? То есть фактически государство рухнуло, от него почти ничего не осталось. В два этапа в 602 году все началось с народной революции, и армия в результате военного мятежа захватила власть, и центурион, сотник стал править государством по имени Фока 8 лет. Да? Вот потом была долгая гражданская и негражданская война и прочее за восстановление, война с Ираном и так далее. Отчасти удалось, но потом все рухнуло. И вот получилась к началу VIII века такая ситуация, когда арабский флот мусульманский, базировавшийся к этому моменту в Александрии, бывшей как раз главной гавани Византии в Египте, вошел в проливы, где стоит Константинополь, и блокировал его собственно, на пару лет. Да? И вот тут стоял вообще вопрос о том, а что осталось от государства. Государство выстояло, город не был взят, да? Был несколько осад, и в том числе вот эта затяжная, мусульманские отряды были даже в Европе, на европейском берегу, но не удержались. И таким образом мусульмане не смогли захватить основную территорию Византии. Пойдем дальше. И вот здесь как раз и рождается то государство, которое будет называться по-настоящему историками Византии, потому что это уже, конечно, не Римская империя, хотя они продолжают себя называть римлянами. Вот. Ну, посмотрите на Балканы и на Италию. Вот, видите, тут такие ошметки остались. Каблук итальянского сапога у византийцев, носок, вот немножко там в районе подъема, да, в районе Неаполя, Сицилия, да, пока еще византийская, Крит пока еще византийский, побережье, вот Афины, там немножко Фессалия, а посередине, видите, такое зеленое море. Это что? Это славяне. Их огромные массы заполонили все Балканы. Население оттуда бежит, сбежало, и почти никого не осталось. Ушли в горы. В горах остались. Это современные их потомки, мы знаем, как албанцев или влахов. Вот. А грекоязычное население, культурное население городов там исчезло. Археологически в начале VII века античная культура археологически, которая прекрасно прослеживается там предшествующие века и вполне такая отчетливая, как вы прекрасно понимаете, просто заканчивается. Она исчезает. Все. Мгновенно, буквально за 1-2 десятилетия. Пожары, страшные погромы и конец. Вот. А дальше мы, значит, переходим к... Ну, вот здесь, видите, византийская цивилизация красная, она противостоит западной, католической и всем восточным. Она как бы, несмотря на то, что мусульмане много чего захватили, она все равно продолжает сохранять позиции даже под властью мусульман на тех территориях. Следующий.
Вот, и дальше мы видим наступление в средневековье в XI веке турок-сельджуков, которые снова наступают сюда, новые враги византийцев снова теснят. Следующий, пожалуйста. Византийцы теряют, видите, под зеленым исламом, сельджуки принимают ислам, большие территории в Малой Азии, византийцы теряют теперь уже Малую Азию в XI веке, следующий. Вот, сжимается Византия, видите, ближе к проливам, но пока держит Балканы. Она так колеблется, то, видите, то на Малайзию, то на Балканы, но вокруг проливов. Следующий. Вот, дальше приходят крестоносцы в Четвертый крестовый поход, и все разваливается, государство Византии разваливается на массу мелких образований и крупных, в том числе Болгария, Сербия, Трапезунская империя и прочее, да, и тоже крестоносные государства. Это такая феодальная раздробленность, то, что в Западной Европе. Следующий. Дальше византийцы собираются силами, видите, вдоль проливов, и Константинополь постепенно, вот это розовым цветом показано, как они это отвоевали у крестоносцев, потерявших многие другие территории. Следующий тогда, пожалуйста. Вот. И дальше, к сожалению, у них к XV веку таки все-таки остается совсем ничего в районе, соответственно, Пелопоннеса, Спарты, Фессалоники и сам Константинополь, который чудом устоял в 1402 году, и дальше можно. Следующий будет взят в 1453 году, и на развалинах Византии возникает Османская империя. Да? Теперь посмотрите, очень интересно. Османская империя занимает ту же самую практически территорию, которую занимала Византия времени Юстиниана. Да? То есть она ее заменила на этой территории. Но это уже новая история, это уже не Средневековье, это время, когда везде, в Европе в том числе, возникают централизованные большие государства. Франция, там, Испания и прочее. И здесь тоже вот это новое государство. Но только с одним отличием. Это государство сменило религию. Поэтому мы ее не считаем Византией. В принципе, могли бы считать Византией. Но здесь грандиозный перелом происходит в смене религии, смене, соответственно, культурной ориентации, и правящая элита, нам даже не так важно, что они говорят на османском и персидском в это время, они греческий тоже знают, конечно, греки никуда не делись, они здесь живут, византийцы, потомки, они их живут, и будут жить до конца Османской империи в Константинополе и иметь влияние. Вот, но вот этот главный вектор, он меняется. Ну, вопрос о том, можем ли мы считать Османскую империю наследницей Византии той или нет. Вот современные турки иногда предлагают считать, что они наследники. Ну, в некоторой степени географически они наследники. Но в культурном плане не очень. Ну, давайте теперь вернемся к второму слайду с самого начала, и я пару слов еще скажу про, значит, Юстиниана. Значит, Юстиниан смог осуществить вот эти, вот здесь, да, следующий, вот эти грандиозные завоевания исключительно благодаря программе реформ. Это огромная программа реформ, которая включала в себя реформу права. Право – это основа функционирования бюрократии в Римской империи и, соответственно, основа нормального функционирования государства. Было реформировано право и создан большой свод римского права, который потом все средневековое и новое время до сих пор является основой всего западноевропейского права. А второе, при нем происходит реформа армии и всей обороны империи, и благодаря именно этому возможны вот эти завоевания, поначалу чрезвычайно успешные. Дальше он проводит серию реформ и в монетной финансовой сфере, которые поначалу тоже обещали быть успешными, но потом там свои возникли проблемы. Масса других реформ, и последние реформы, серия реформ в теологии. Он сам, император, сам пишет теологические трактаты и пытается развести спорящих и ссорящихся между собой теологов. То есть это действительно гениальный император. Другое дело, что ему не хватает, возможно, образования. Нет, не образования, воспитания.
Он совсем из деревни, да? Он в детстве пас коров. Вот, но дядюшка его был уже к тому времени во власти, и поэтому он смог получить прекрасное образование. Но вот эта печать того, что он как бы не из элиты, не из интеллектуальной среды, на нем всегда лежит. И, возможно, поэтому он делает некоторые ошибки. Возможно, поэтому ему не прощают некоторые вещи. Возможно, поэтому у него такая супруга гениальная, интересная дама, но совершенно из низов, бывшая проститутка, собственно говоря, Феодора. Да? Вот, то есть это совершенно потрясающее явление, и поэтому нет ничего удивительного, что именно этот реформатор, который на все смотрит совершенно свежими глазами, он выходец из народа, да? Вот, он это все перестраивает, перекраивает совершенно в другом ракурсе и строит, конечно, вот этот главный храм, который ему нужен, потому что он все изменяет, все делает совершенно заново и по-новому. Да? Но вместе с тем это как бы реставрация того былого величия, но в том виде, как он его понимает. Ну, наверное, время мое истекло, и я передаю слово следующему. Спасибо большое, Петр Валерьевич. И теперь мы от исторического контекста широкого перейдем, собственно, к храму и поговорим о том, почему он был построен именно таким. Поговорим о его архитектурной специфике. Я передаю слово Андрею Юрьевичу Виноградову. Спасибо большое, дорогие друзья. Я постараюсь в какое-то не очень большое время представить вам очень сложный и большой памятник, который на самом деле остался совершенно уникален в истории архитектуры, не только архитектуры византийской, не только христианской архитектуры, но и вообще истории человечества. Ну, можно хотя бы привести тот факт, что в течение почти 1000 лет купол такого размера, как в Святой Софии, не был воспроизведен. Но чтобы понять, почему Святая София такая, какой мы видим ее сейчас, надо обратиться ненадолго к предыстории, к истории христианской архитектуры предыдущих столетий, IV и V века. В это время христианство знает два основных типа церковного здания. Одно из них – это базилика. Перед вами разрез базилики Сан-Паоло-фуори-Лемура в Риме, перестроенный в конце IV века. Базилика – это здание продолговатой формы, разделенное рядами колонн, которые несут на себе деревянные перекрытия, балочно-стропильные перекрытия. Ну, на Востоке, где не было дерева, использовали своды. Базилика – очень динамичный вид храма, не случайно по-гречески ее назвали словом «дромике», то есть слово «дромос», «бег», «уличное». Человек входил в базилику и двигался от входа к алтарю, к центру богослужебному и символическому храму, где находился престол, на котором совершалась Евхаристия. А колонны с арками над ними, как мы здесь видим, они как бы подхватывали ритм его движений и влекли человека от храма к алтарю. Главная проблема базилики заключается в том, что его верхняя часть практически архитектура не разработана. Это большой плоский потолок, здесь мы видим уже потолок нового времени, но зачастую он даже не зашивался, оставались стропила. Между тем, с этим типом базилики сосуществовал другой тип здания, который первоначально не обязательно был даже церковным. Перед нами, собственно говоря, классический императорский мавзолей, который позднее уже был превращен в храм Санта-Костанца в Риме, но надо отметить, что изначально этот мавзолей был пристроен к базилике. Суть мавзолея и затем других типов центрического храма заключается в том, что в нем по 4 основным осям стены равно удалены от центра, а его центр увенчан куполом. И это довольно важный момент, потому что уже начиная с античности купол всегда воспринимался как образ неба. Его зачастую украшали изображениями звезд, и он представлял собой как бы земное воплощение некого небесного мира. И здесь, в Санта-Костанце, купол, который сейчас выглядит не очень презентабельно, некогда был украшен изображениями из Ветхого Завета.
Дальше по образцу мавзолеев стали строить другие церковные здания. Например, если достоин погребения в таком здании император, то никак не менее достоин мученик, который пострадал за Христа, или другой святой. Так возникают мартирии, возникают баптистерии, крещальни, которые тоже бывают перекрыты куполом. Это не обязательно круглые здания, ротонды, это могут быть восьмиугольные здания, октагоны, здания другого типа, но все равно в центре их всегда купол как символ неба. И вот еще в доюстиниановскую эпоху, ближе к концу V века, в Византии начинаются архитектурные эксперименты по соединению купольного здания и базилики. Возникает тип так называемой купольной базилики. И, собственно говоря, правление Юстиниана продолжило эту тенденцию, и мы видим, что рядом со Святой Софией в Константинополе находился храм Святой Ирины, Божественного мира, который также сгорел в восстании Ника 532 года и был отстроен Юстинианом заново. Здесь мы с вами видим, в принципе, базилику, да, вот это атриум, двор, дальше нартекс, помещение для кающихся, и затем базилика. У нее есть 3 нефа, они разделены колоннами, но где-то колонны заменены на столпы, и на этих столпах покоится большой купол. Однако в ранних купольных базиликах конца V века и начала VI века купол помещается преимущественно над восточной частью храма. То есть он, по сути, во многом венчает центр символический храма, то есть престол. Но такое здание теряет свою центричность. И даже в перестроенном виде Святой Ирины мы с вами видим, что, по сути, у нее 2 купола, да, здание не центрировано. И задачей юстиниановской архитектуры становится вернуть центричность этому зданию, но при этом его еще и усложнить, потому что очень важной чертой юстиниановской архитектуры становится игра с формами. И мы сейчас с вами это увидим на примере храма, который построен, видимо, был незадолго до Святой Софии, храма святых Сергия и Вакха в Константинополе. Он имеет форму октагона, восьмигранника, но с очень сложными колоннадами, которые находятся между этих столбов. Одни из них прямые, а другие из них полукруглые, что создает очень сложное пространство. Дело в том, что Юстиниан строил не только, конечно, в Константинополе, похожий храм он построил в Равенне, бывшей столице готов, тех, которых захватили Италию, про что рассказывал Петр Валерьевич. И очень показательно, что готы тоже старались подражать империи, они тоже строили храмы, украшали их мозаиками, но они строили базилики. И идея Юстиниана была построить именно купольные храмы, то же самое происходит в Северной Африке, отвоеванной у вандалов, показать купол как триумф империи. Эта игра, которая мы видели на плане, она продолжается и в объеме. Мы видим, например, с вами, что галерея одного яруса заканчивается прямым карнизом, другие арками. Эти арки перерастают в арки между столпов, и все это поднимается вверх к огромному куполу, который и составляет, собственно говоря, центр всего пространства. Но здесь в жертву этому куполу принесено все, и все боковые помещения в этом храме узкие и тесные. И вот задача Святой Софии, которая начала строиться через 40 дней после пожара, то есть очень быстро, задача архитекторов Святой Софии была построить нечто совершенно особенное, и это им удалось. И если мы посмотрим на план Святой Софии, мы увидим с вами, что ее можно, в принципе, воспринимать как купольную базилику. У нее есть 3 нефа и купол над основной частью, над центральным нефом, но здесь этот купол возвращен в центр. Это придает храму спокойствие, то, что, собственно говоря, создает купольность. И если мы посмотрим в общем на план храма, он будет почти квадратным. Мы видим с вами, что так же, как в храме Сергия и Вакха, здесь есть игра, чередование между колоннадами прямыми и полукруглыми, и при этом мы с вами видим очень интересный момент. Если с востока есть полукруглая апсида, где находится престол, то с запада такого полукруга нет. Это придает зданию не просто вытянуть по оси запад-восток, а именно динамику движения от запада к востоку. Вся конструкция Святой Софии подчинена идее создания вот этого огромного купола, о котором говорил профессор Бергер. Этот купол имеет
очень четкий размер, 100 византийских футов, около 31 метра, и является главным модулем всей постройки. Все остальные размеры в храме откладываются от этого купола. К нему примыкают с запада в востока 2 полукупола, которые представляют собой его половину, а затем к ним примыкают еще меньшие конхи, тоже полукупола над угловыми ячейками. Но архитекторам храма, которые не были профессиональными архитекторами, а были механикой, то есть то, что мы сейчас перевели словом инженер или ученый, предстояла сложная задача рассчитать нагрузки. Они занимались, в частности, например, вопросом криволинейных поверхностей и отражения от них света, что было очень важно и что мы еще с вами увидим. Но здесь пришлось действительно делать очень мощные столпы, которые бы несли всю эту конструкцию. Но им удалось сделать все здание каркасным, так что стены храма, по сути, развоплощены. Мы видим с вами опоры, между которыми находятся огромные окна, то, что у нас ассоциируется скорее с готикой. И еще одну важную вещь, которую им удалось сделать, им удалось сделать боковые нефы полноценными пространствами. За счет постановки дополнительных колонн, превращения их в анфиладные залы, здесь они выглядят как самостоятельные помещения. И когда мы входим в храм Святой Софии, нас, конечно, потрясает вот это таинство света, которое нам дарит купол и другие окна храма. Не случайно Прокопий Кесарийский, описывая Святую Софию, первым делом говорит о том, что этот храм есть вместилище света. На самом деле световой эффект, который мы видим сейчас, не так силен, как он был изначально. Дело в том, что архитекторы Анфимий Истрау и Исидор из Милета поместили в основании более плоского купола, который был восстановлен потом выше, в основании окон этого купола зеркала-рефлекторы. И свет, который попадал сквозь эти окна, настолько часто поставленные, что мы их не видим почти перемычек между ними, он не шел вниз, а поднимался вверх в этот золотой купол. Да? Образовалось фантастическое золотое облако, которое создавало зримый образ божественного присутствия на земле. Мы можем вспомнить тут послов князя Владимира, которые говорят, что они не знали, где они были в Святой Софии, на земле и на небе. И если мы поднимем свой взор ввысь, к сводам Святой Софии, мы увидим, что в них нет ни одной прямой линии. Здесь все изогнуто, все как-то таким образом вычерчено, как в небе, да, где нет никаких прямых линий. И при этом есть удивительный эффект того, что, в частности, и центральный купол, и боковые полукупола, они как будто ни на что не опираются. У них нет твердой основы, они как будто упадут. И еще очень важная вещь, которую делает Святая София, это то, что она перерабатывает ордер. В принципе, базилики были тоже двухъярусными, и ордерность римская в них была. Но они на эту ордерность надстраивают область высшую, область сводов. И таким образом рождается новый ордер Византии, который и затем становится основой для дальнейшей византийской архитектуры. Конечно, сейчас, даже если мы попадаем в Святую Софию, кто-то успел попасть как в музей, кто-то, возможно, попадет как в мечеть, мы не можем увидеть Святую Софию как литургический организм. Это отдельная большая тема, поскольку Святая София была главным местом, где разворачивались императорские процессии. Император встречался с патриархом в Нартексе, сквозь так называемые царские врата проходил внутрь, проходил через несколько полос так называемых рек, подходил к Амвону, возвышению для чтения Священного Писания. Там патриарх заходил в алтарь, а император отправлялся направо в Метаторий, и там был во время службы, переодеваясь в специальную одежду, но все равно ощущение вот этого имперского величия в храме до сих пор присутствует. И в этом смысле Святая София для византийцев всегда оставалась неким образцом, но тем образцом, который буквально они не воспроизводили и не могли, конечно, воспроизвести. И вот если мы посмотрим на храм темных веков, о которых рассказывал Петр Валерьевич, на храм Святой Софии в Фессалонике, мы увидим, что это некая попытка в уменьшенном виде воспроизвести Святую Софию, тем более храм с таким же посвящением. Но если мы зайдем внутрь, мы увидим, насколько здесь все более темное, насколько все более приземистое. Если вы приглядитесь, то даже купол не имеет круглой формы, а как будто приплюснут. Мы с вами видим, что подражание, оно каждый раз было слабее образца. И у нас на Руси первый крупный
храм после Десятинной церкви, Святая София Киевская, завершенная Ярославом Мудрым в 1037 году, тоже как-то пытается передать идею Софии Константинопольской. Да, она чередует столпы с колоннами, она создает эти двухъярусные боковые нефы, все это венчает купол, но, конечно, это и архитектура другого времени, и другое техническое оснащение, так что, если мы зайдем внутрь, то все пространство оказывается очень затеснено этими мощными столпами. Нет того свободы, того света, того воздуха, который господствует в Святой Софии. Новое время снова обращается к опыту Святой Софии, причем в разных странах. В Париже есть копии Святой Софии, построенные из бетона, храм Сент-Эспри, Святого Духа. Но и у нас в Кронштадте Никольский собор, построен архитектором Косяковым, также обращается к опыту Святой Софии. Мы видим с вами вот эти тройные конхи с востока и запада, но здесь потеряно многое из того, что делало таинство Святой Софии таким особенным. Это очень пышный, очень парадный зал, который сейчас отреставрирован, но вот этого таинства света, опять же, и тонкости игры, например, маскировки столпов, тонкого расположения округлых поверхностей, их противопоставления поверхностям прямым, здесь тоже нет. И заканчивая свое краткое выступление, я хотел бы еще раз подчеркнуть одно. Святая София стала, как выразился немецкий историк архитектуры Ганс Бухвальд, поворотной точкой в истории византийской архитектуры. Все, что было до этого, это было приготовление к Святой Софии, начиная от Пантеона с его гигантским куполом и от базилик к этому, потому что Святая София решает еще одну сложнейшую проблему: как поставить круг гигантского купола на квадрат основания. Для этого строятся паруса, огромные треугольники, которые осуществляют этот переход, и невиданные прежде в таком размере в римской архитектуре. Святая София утверждает некий новый канон византийской архитектуры, но он настолько величественна, что никогда не могла быть повторена, а только эхом отзывалась в дальнейших постройках как Византии, так и сопредельных стран, в том числе Руси. Спасибо за ваше внимание. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. И сейчас я предоставляю слово Анне Владимировне Захаровой, которая проведет небольшую виртуальную экскурсию по храму Святой Софии. Архитектор Анфимий и Исидор создали не просто оригинальное здание, но самое настоящее чудо. От предыдущей церкви Святой Софии, которая сгорела в 532 году, нынешняя церковь унаследовала и огромный размер 71 на 78 метров, и прямоугольную форму. Но в отличие от сгоревшей церкви Святой Софии, нынешняя перекрыта не деревянными стропилами, а куполом. И дело даже не в том, что это совершенно огромный купол, диаметром 32 метра и высотой 56. Это как 17-этажный дом. Дело в оригинальной концепции, которая позволила архитекторам воплотить в формах этого здания представление о божественном всемогуществе, о решающем значении духовных, нематериальных сил, способных преображать весь материальный мир. И вот эти вот основополагающие для христианского воззрения, мировоззрения особенности архитекторы смогли передать через композицию здания, через определенные архитектурные нюансы, через тонко рассчитанную последовательность восприятия архитектурных форм. Так что входящий в храм человек погружается в состояние благоговейного созерцания этого вечно длящегося чуда. И об этом действительно говорят и современники постройки, и представители следующих поколений. Вот, например, Прокопий Кесарийский, писатель VI века, в своем сочинении о постройках пишет о храме Святой Софии, что когда кто-нибудь входит туда помолиться, он сразу понимает, что это творение совершено не человеческой силой или искусством, но Божьим соизволением. И что Бог находится не где-то далеко, но обитает именно здесь, где сам Он изволил. Входя в Святую Софию, человек видит прежде всего перед собой алтарь с апсидой, освещенный окнами, поднимающийся кверху. По сторонам от нее две экседры с такими же арками, тоже с большим количеством окон. Сейчас мы видим только одну из них, вторая закрыта лесами.
Все три эти арки, эти ниши поднимаются вверх, в полукупол, и дальше наш взгляд скользит к громадному куполу, парящему на высоте 56 метров, который на наших глазах словно раздвигается, распадаясь вот на эти две полусферы, затем снова складывается. И вот это мысленное движение, его можно повторять бесконечно, что вот это вот как будто бы самопроизвольное развитие пространства – это важнейший такой эффект, задуманный архитекторами, воплощенный с помощью вот этих висящих в воздухе форм, которые совершенно не статичны. Они как бы не только парят, но плывут над нашей головой, образуя вот этот мощный вектор, направленный в сторону алтаря. И в то же время это движение какое-то вот действительно совершенно чудесное, нисходящее, парящее, наполненное светом, потому что вот эти многочисленные окна в основании купола, да и в боковых стенах их тоже очень много, они развоплощают тот камень, тот мрамор, из которого сделаны колонны, в котором облицованы стены, столбы. И остается впечатление, что мы находимся вот в каком-то совершенно чудесном пространстве, живущем своей собственной жизнью, истекающем из купола и наполняющим собой вот этот великолепный храм. Конечно, в храме Святой Софии не только архитектурные формы, наполненные вот этой действительно христианской идеологией. Есть и мозаики. Большинство из них относятся к средневизантийскому периоду, 9, 11, 12, 13 век. Ранние сохранились в апсиде. Они были созданы во второй половине IX века, вскоре после победы над ересью иконоборчества, запрещавшей святые образы. Ну вот Богоматерь с младенцем и Архангел Гавриил, которые в алтаре сохранились, это примеры такого наиболее классического варианта византийского искусства, близкого к античным основам. Образы, наполненные благородной красотой, одухотворенностью. При этом такие достаточно понятные человеку эмоции здесь присутствуют. Вот патриарх Фотий, который произнес проповедь на открытие мозаики Богородицы с младенцем в апсиде, говорит, что этот образ Девы соединяет в себе материнскую нежность и изумление перед Богочеловеком, которого она родила. В других мозаиках, которые продолжали создаваться здесь и в X, и в XI, и в XII веках, представлены императоры, которые подносят свои дары Богородице или Христу, или обоим сразу. Вот здесь, например, императоры Константин и Юстиниан. Один держит в руках модель Константинополя, другой – храм Святой Софии. И оба они вот эти свои дары подносят Богоматери с младенцем. Это мозаика в южном вестибюле. Она относится к концу X века. А это император Лев VI перед Христом, восседающим на престоле. Мозаика в нартексе, над входом в храм, над царскими вратами. Она относится к началу X века. Это удивительная, на самом деле, по своему замыслу мозаика. Она изображает императора в момент глубочайшего покаяния. И вот для того, чтобы передать это пронзительное чувство, видимо, для этого художники здесь использовали такой более абстрактный язык, так что император имеет облик почти гротескный, а Христос представлен в таком классическом идеализированном образе небесного владыки, милостивого и прощающего. А это мозаики южных галерей, их там несколько. Это относится к середине XI века, изображает императоров Константина Мономаха и императрицу Зою, которые подносят дары Христу. И рядом другая мозаика императора Иоанн II Камнин и императрица Ирина, тоже 20-е годы XII века, тоже с дарами перед Богоматерью с младенцем. А это одна из более поздних мозаик Святой Софии, тоже на Южной галерее, созданная во второй половине XIII века, после того, как Византийская империя была восстановлена, и латиняне, на полстолетия захватившие Константинополь и греческие земли, были изгнаны. Здесь изображен Деисус, моление Богородицы и Анны Предтечи перед Христом за человеческий род. Это мозаика одна из таких наиболее ясно воплощающих идеалы уже палеологовского искусства XIII-XIV века, когда византийская живопись приобрела такой характер приближенный, что ли, к миру человеческих чувств,
И действительно, вот здесь образ Христа имеет такое необыкновенно проникновенное звучание. Но вообще надо сказать, что в Софии изначально сюжетных мозаик не было. Это мы знаем по источникам. И только кресты, особенно в главном куполе самый большой крест, но также орнаментальные мотивы украшали это здание. И мне кажется, это очень логично, потому что прежде всего архитектурные формы выражали все самые важные для этого здания идеи вот, вездесущего божественного начала, которое присутствует во всех вот этих пространственных формах, и вот милость Божия к человеку, которая проявляется в этом невидимом, но постоянно ощущаемом божественном присутствии. И для того, чтобы это выразить, архитекторам VI века было достаточно именно архитектурных форм. Так что здание Святой Софии, которое нужно рассматривать прежде всего изнутри, именно внутри его важнейшие такие качества раскрываются самым ярким и ясным образом, оно, конечно, понесло большой урон от того, что люди теперь не могут видеть мозаики, не могут воспринимать архитектурные формы во всей их красоте. Вход в Святую Софию теперь через южный вестибюль. И первое, что мы видим, войдя, это то, что нет и не видно мозаики с Юстинианом и Константином, подносящих город Константинополь и храм Святой Софии в дар Богородицы. Нет, конечно, увидеть ее можно, но довольно сложно. Для этого нужно подлезть буквально под вот этот вот экран, и тогда небольшую часть мозаики видно. Ну, вот так теперь выглядит сама церковь внутри. Даже закрыли какими-то полотнищами леса, стоящие здесь последние 8 лет, а до этого стоявшие еще 20. И апсида полностью закрыта этими тканями, чтобы не было видно изображения Богородицы с младенцем. Зато не закрыли купол. Испортить архитектуру здесь, наверное, все-таки невозможно. Кседры с колоннами, мраморная облицовка столбов, а вот сами царские врата. Подъема на второй этаж сейчас нет, а именно там находятся самые знаменитые мозаики с изображениями императоров. Впрочем, попробуем подойти с другой стороны, может быть, получится их увидеть, хотя бы снизу, между колоннами. Теперь дадим слово самим византийцам и послушаем, как они сами воспринимали и оценивали Великую Церковь, как ее образ запечатлелся в высокой византийской литературе и в средневековом греческом фольклоре. Константинополь, как никакой другой город европейского средневековья, был полон величественных построек, храмов, дворцов, колонн, статуй, инженерных сооружений, которые изумляли всех, кто приходил в столицу империи, будь то паломников, иноземных послов, завоевателей крестоносцев или турок-османов, наконец, просто выходцев из провинции. Но храм Святой Софии резко выделялся на фоне этих построек. Ну, как, наверное, Исаакиевский собор на фоне Старого Петербурга. Он воспринимался как некая рукотворная гора, возвышающаяся над городом. А для моряков, плывущих в Константинополь, храм был виден издалека и служил как маяк или ориентир. Когда же посетители вступали внутрь храма, он казался им не произведением рук человеческих, а неким чудом. Уже приводились слова историка Прокопия Кесарийского. Казалось, что это творение совершено не человеческой силой, но Божьим соизволением. Об этом же говорят и многие другие византийские авторы. По преданию, план храма, или весь замысел этого храма был Богом явлен императору Юстиниану во сне. Храм ассоциировался и сравнивался с древним Иерусалимским храмом, как нечто превосходящее его.
Именно поэтому, как гласит легенда, когда церковь была построена, император просто вбежал в новый храм и провозгласил: «Слава Богу, удостоившему меня совершить такое деяние! Я победил тебя, Соломон». Чудесное творение вдохновляло византийских ораторов и поэтов на то, чтобы восхвалять и описывать храм в детальных экфрасисах. Экфрасисами, этот термин и сейчас существует в литературной теории, называли любое подробное описание какого-либо предмета или действия, которое делает слушателей как бы зрителем. Так вот, храм Святой Софии нередко становился предметом таких описаний, среди которых мы особо остановимся на одном тексте, столь же необычном и грандиозном, как и сам храм. Это поэма византийского автора VI века, современника Юстиниана, Павла Сиренциария. Русскому читателю Павел уже давно известен, но в основном как автор игривых любовных эпиграмм, переложенных на русском языке Константином Николаевичем Батюшковым. Но его основным трудом стало стихотворное описание храма Святой Софии, сочиненное по случаю открытия храма. Уже второго открытия в конце правления Юстиниана, когда часть купола обрушилась, потом была восстановлена, и храм снова открыли. И по этому случаю Павлу Сиренциарию было поручено сочинить вот эту поэму, которая торжественно произносилась в день открытия. Павел восхваляет и город Константинополь, и императора-созидателя, рассказывает предысторию, как все произошло. Но большая часть его труда представляет собой подробное описание христианского храма языком и стихотворным размером гомеровского эпоса. Поэма состоит более чем из 1000 стихов, в основном гекзаметров, но там есть и ямбы тоже. Но, несмотря на архаичный стиль и язык, это описание живо и образно. Оно, что еще удивительно, еще более удивительно, детально и конкретно в передаче архитектурных особенностей и инженерных решений. Описание делится на две части. Да? Вначале описывается архитектурное устройство храма, а затем его декор. Читать этот труд весьма интересно, и не только как памятник средневековой литературы, но интересно еще и потому, что поэма передает нам, как византиец того времени воспринимал храм, церковное пространство, и сопоставить его восприятие с нашим, потому что это тот уникальный случай, когда тот храм, который детально описывается византийским поэтом, сохранился до наших дней с незначительными изменениями. Вот зачитаю небольшой отрывок из этого экфрасиса, где описывается восточный полукупол и купол храма, и то впечатление, которое он производит на зрителей, на посетителей. Так, устремляя свой взор в направлении сводов восточных, вечного чуда ты видишь вращение. Выше же всех их, над многокруглою кровлей, по воздуху будто идущий, свод вырастает иной и окружность свою расширяет. Воздух ее надувает, она же устремилась к вершине, к самому ободу, где, как на горном хребте, утвердились корни бессмертной главы, шлемовидной над храмосрединой. Словно по воздуху ввысь устремилась глубокая конха. Кверху одна лишь восходит, на 3 же пазухах круглых, снизу она водрузилась. А спину ее рассекают 5 равномерных долей, открывая проемы для света. Тонким стеклом их покрыли. Сквозь эти отверстия входит розовоногая Эос, блистая сиянием ярким. Описание, как вы видите, соткано из метафор и сравнений, соотносящих храм с одной стороны с человеком, а с другой с мирозданием. Купол – это и шлемовидная глава, и небесный свод, и горная вершина. Купол покоится словно на горных хребтах и так далее. Храм как будто вырастает у нас на глазах, не возводится, хотя о материалах и инженерных технологиях тоже говорится немало, а именно вырастает, как некое органическое целое. Вот зачитаю еще один отрывок, передающий оттенки разных видов мрамора, которыми облицованы стены Великой Церкви.
Кто же, уста отверзая звучанием гомеровых песен, мраморные луга воспоет, что здесь собраны вместе, на многомощных стенах, в небеса устремленного храма и на полу широчайшем? В зеленые склоны Користа ведь рудокопа кирка острием железным вонзилась, и на фригийских вершинах срубила изысканный камень. То розоват он на вид, перемешанный с голубоватым, то он серебряным вместе с пурпурным оттенком роскошным ярко блестит. Тот, что вниз по прекраснорукавному Нилу баржа речная влачит, по себе поднимая каменья, чудно сияет порфир с вкраплениями звезд чуть заметных. И так далее. И далее следует пространный каталог мрамора Святой Софии, подобный перечню кораблей в гомеровской Илиаде. Итак, поэма Павла Сиренцалия – памятник высокой византийской литературы, посвященный описанию храма Святой Софии. Но помимо этого и других ученых экфросисов, образ Великой Церкви отразился также и в фольклоре, в многочисленных легендах, народных поверьях, сказаниях, которыми была овеяна чуть ли не каждая колонна Святой Софии, чуть ли не каждое место, не каждая арка, так сказать, в этом здании. Сохранилось даже целое сказание о возведении Великой Церкви, составленное в IX веке, где пересказывались городские легенды о строительстве храма, бытовавшие в ту эпоху. Иные сюжеты тоже фольклорного происхождения дошли до нас и в других источниках, в частности, в сочинениях русских паломников, таких как Антоний Новгородец и многие другие. Вот одна из таких историй, наверное, наиболее известная. Как-то раз, когда храм еще возводился, строители церкви ушли на завтрак и оставили одного мальчика, который присматривал за строительными инструментами, чтобы их не украли. Так вот, мальчик там сидел, и вдруг ему пришел некий человек, евнух, облаченный в сияющие одежды, как будто он был прислан из императорского дворца. И сказал мальчику: «Чего ради строители не завершают скорее Божие дело?» Но, оставив его, отправились есть. Мальчик ответил: «Господин мой, они скоро придут». Но тот настаивал: «Пойди позови их, ведь надо скорее закончить дело». Тогда мальчик, он же должен был сторожить инструменты, он попросил его не уходить, этого евнуха, пока он позовет строителей и вернется. Евнух ответил: «Ступай быстрее и скажи им скорее прийти, а я клянусь тебе, я не отойду отсюда, пока ты не вернешься». Мальчик побежал к строителям, они завтракали вместе с императором Юстинианом. И император по описанию догадался, что евнух этот никакой не евнух из дворца, а ангел Божий. И этот ангел поклялся быть в храме, пока не вернется мальчик. Ну, что решает Юстиниан? Что мальчик не должен никогда возвращаться в храм. И поэтому он услал его подальше из столицы. И ангел таким образом, соблюдая клятву, так и остался охранять храм Святой Софии. Причем было известно конкретное место, где он стоял, и его показывали паломникам. Легенда эта имеет продолжение. В XV веке, за несколько дней до падения Константинополя, когда его находился в осаде турецкой, жители наблюдали такое явление. Весь город озарился светом. Видя это, стражи побежали посмотреть, что случилось, думая, что турки подожгли город. Когда собралось множество людей, то увидели, что в куполе Великой Церкви, храма Святой Софии, из окон взметнулось огромное пламя, и купол был долгое время объят огнем. Затем пламя собралось вместе, поднялось до небес, двери небесные раскрылись и, приняв в себя огонь, снова затворились. Когда об этом рассказали патриарху, он понял, что ангел Божий, которого Бог не спаслал при Юстиниане для сохранения храма и города, в эту ночь отошел на небо. Со взятием города связана еще одна очень известная легенда. В день, когда Константинополь был захвачен, в храме Святой Софии собралось много народу.
было такое поверье, такое предсказание, что, значит, турки ворвутся в город, но потом от форума Константина, вот такой большой площади, их удастся отбросить. Объявится некий человек, который объединит все воинство христиан и отбросит турок. И поэтому люди думали, что в храме Святой Софии они смогут спастись. Вот их там собралось много. И священники читали молитвы, шла божественная литургия. И когда в храм ворвались турки, часть стены разверзлась и укрыла священника, который, значит, как бы исчез, и который будет пребывать там внутри, в стене, пока храм не вернут православным. Тогда он выйдет и завершит прерванное богослужение. И литературные описания, и многочисленные легенды о храме подчеркивают то символическое значение, которое храм Святой Софии имел как для православных греков, византийцев, так и для всего христианского мира. И теперь мы обратимся к истории поствизантийского периода, после падения Константинополя. Значит, я передаю слово доктору Иоаннису Вителиотису, который расскажет о судьбе Святой Софии после взятия города османами и, значит, о том, каков был образ Великой Церкви в сознании греков этого времени. Herete, greetings from Athens. I would like to express my gratitude to the organizing committee for giving me the opportunity to participate in this round table dedicated to the Hagia Sophia, the astonishing 6th century realization of a unique architectural concept. Overwhelming by its beauty and creating awe, the Hagia Sophia has been rightly considered as one of the most influential buildings in world architecture. Dedicated to the wisdom of God referring to Christ, St. Sophia was altogether the cathedral of Constantinople and its greatest and holiest shrine. In a few Middle Byzantine seals, a model of the cathedral is depicted jointly held by the Emperor Justinian I, its founder, and by the Theotokos, the heavenly patron of the imperial city. On May 29, 1453, with the news of the fall of the besieged Constantinople, many residents of the city took refuge in St. Sophia. There was a prophecy of dubious origin that before the Turks arrived there, an angel would chase them away. Alas, the prophecy was proven false. Not only were the Christians slaughtered or sold into slavery, but a few hours later, Sultan Mehmed himself prayed to Allah inside the magnificent temple. Since then, St. Sophia served as a mosque up to 1931. Inevitably, this brought about a few dramatic changes. The constructions of minarets and the removal of the mosaics, or in the best case, the recovering with plaster, are just the most visible ones. However, the new mosque retained its Christian name Hagia Sophia in the version of the vernacular Greek language. The other name of the former cathedral, the Great Church, was simply transferred to the Ecumenical Patriarchate of Constantinople, New Rome. This venerable institution, despite being forced to change its seat repeatedly, continued to call itself the Great Church of Christ as proof of its eternal identification with the Hagia Sophia. After all, it used to be the Patriarch's Cathedral. But the survival of the memory of the Great Church is not limited to a narrow circle of church officials. I will deliberately leave aside legends and folk songs talking about Hagia Sophia, and I will limit myself to an example from the visual arts. In 1865, the icon painter Nikolaos Sotiriou created an icon inspired by the Hagia Sophia. The icon was commissioned by a Greek from Andros, an island belonging to the new Hellenic state since 1830. It seems that the artist, born and working in Ottoman Constantinople, had seen with his own eyes the mosaics of St. Sophia when they were shortly unveiled in 1848.
This memorable event happened during the restoration works undertaken by the Fossati brothers on the orders of Sultan Abdülmecit. The main subject of the icon is the deities. With the inclusion of the emperors Constantine and Justinian, their depiction was apparently inspired by the well-known mosaic in the southwestern vestibule. In two separate panels, St. Sophia has been depicted restored as an Orthodox cathedral, both externally and internally. The four minarets were replaced by eclectic bell towers, replicas of the bell towers of the newly built St. Athanasius Church in Ottoman Constantinople. This imaginary restoration has been given the title Theoria of the Hagia Sophia. The word theoria, theory, meaning here contemplation. That mystical contemplation of the great church is just a small token of its place in the collective consciousness of the Greek Orthodox people after the fall of Constantinople. Similarly to the Byzantine era, the Hagia Sophia remains the most visited monument in today's megacity, Istanbul. This popularity is largely due to its magnificent interior, preserving a part of its mosaic decoration that dates from the 9th to the 14th century. Its revealing came as a result of Mustafa Kemal Atatürk's decree of 1934 to turn the Hagia Sophia into a museum. It would be an omission not to mention that the protagonist of the restoration of the mosaics was an American cosmopolitan archaeologist, Thomas Whitmore, founder of the Byzantine Institute of America. Since then, the continuous and growing interest of the international scientific community for the Hagia Sophia concerns various fields, such as history, architecture, art history, liturgical studies, acoustics, and evidently restoration. This interdisciplinary approach is reflected in numerous scholarly publications. Quite a few among them have been written by Turkish scholars. It is good to keep the above in mind in order to avoid the fallacies or even convenient for some argument that the reactions to the recent reconversion of the Hagia Sophia into a mosque are just another episode in the timeless nationalist dispute between Greeks and Turks. In fact, if history repeats itself first as tragedy and second as farce, then the recently inaugurated Second Islamic Life of St. Sophia combines both. It is a tragedy for specialists in Byzantium for whom access to the treasures of the monument is becoming unexpectedly quite difficult. Even a simple visit might be a somehow uncomfortable experience. At the same time, it is a kind of farce for its visitors, who will see carpets instead of the magnificent marble floor, and curtains instead of the splendid mosaics now visible only through photos. Thankfully, the great church was fortunate enough not to share the fate of the second most glorious church of the Byzantine Constantinople, the demolished Holy Apostles. The Hagia Sophia is still here as a unique cathedral bathed in light. It keeps fascinating us and putting questions requiring a multifaceted approach. Let us hope that the present stage in its long and often tempestuous life will not be the final one. I thank you for your attention. Я предоставляю слово Игорю Анатольевичу Иванову, который расскажет, каково значение храма Святой Софии для Русской Православной Церкви, для русских паломников. Пожалуйста, Игорь Анатольевич. Дорогие друзья, здесь, конечно, много прозвучало уже из того, что можно было бы в этой тематике раскрыть. Но я бы хотел обратить ваше внимание на сочинение малоизвестного русского культуролога, философа, поэта, театроведа Сергея Николаевича Дурылина. 105 лет назад на Святую Пасху он закончил писать небольшой трактат, который называется «Град Софии. Царьград и Святая София в русском народном религиозном сознании». И
Здесь характерно, что он сразу же на первых страницах этого сочинения обращает внимание на то, что для русского сознания паломничество в Царьград было равноценно паломничеству в Иерусалим. И вот мы слышали в рассказе Дмитрия Александровича о том, что Юстиниан, когда создал храм Святой Софии, он воскликнул, что я превзошел тебя, Соломон, потому что я создал храм даже больше, как он верил по значению, нежели храм Соломонов. И в самом деле, если мы обращаемся к истории реликвий, к истории святыни, которые были в Константинополе, то во многом мы видим, что действительно город воспринимался как Новый Иерусалим. То есть если сначала он мыслился как Новый Рим, Второй Рим, то постепенно он стал осмысляться как царствующий град, Царьград. К XIII веку он уже воспринимался как Новая Святая Земля. Об этом, например, пишет хранитель реликвий храма, Фаровского храма, большого комплекса, дворцового комплекса. Помимо вот Святой Ирины храма, о котором мы говорили сегодня, храм Святой Софии, был еще и Фаровский храм, храм реликварий. Он пишет, что Константинополь – это новая Святая Земля, это новый Фавор, это новый Вифлеем, новый Назарет, новая Вифсаида и так дальше. То есть перечисляет те места Святой Земли, которые связаны непосредственно с событиями жизни Христа. И также он перечисляет основные святыни, которые связаны с его страданиями. Это 10 священных предметов, которые сохранились и были постепенно, начиная с 9 века по 11 век, переведены в Константинополь. И также упоминает о страшном событии, когда в 1201 году чернь константинопольская, она пыталась ворваться в храм и каким-то образом осквернить эти святыни. То есть это показатель был того, что вот что-то происходит не так в сознании ромеев, и что-то ведет к тому, что какая-то гибель надвигается на ромейское государство. Эта гибель пришла спустя 3 года, когда в ходе 4-го крестового похода в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь. И вот дальше Сергей Дурлин отмечает, что один из участников этого крестового похода, некто Роберт Кларийский, зайдя в храм Святой Софии, отметил только величину этого собора и даже не особо поинтересовался, а во имя кого этот собор освящен. И в своем сочинении об этом он пишет, что вот зашел я в этот большой храм, который называется Святая София по-гречески, то же, что Святая Троица по-французски. То есть вот не различал он смыслов, получается, им даже не было особо это интересно. А также Сергей Дурлин приводит слова аббата Николая из Северной Европы, который в своем итеринарии, уже зная сам термин «Агия София», но не понимая также его смысла, отмечает в своем сочинении следующее. В Маклагарде есть церковь, называемая Агия София, и по устройству она превосходит все церкви на земле. И Дурлин делает вывод, что для западного сознания София была неким чудом искусства и даже неким чудом богатства, экономической мощи Византийской империи, но не чудом веры, каким она была для Руси. Также он приводит цитату из сочинения Измаила Ивановича Срезнецкого о Святой Софии, где отмечается, что Срезнецкий, точнее, он не цитату приводит, а он говорит, что Срезнецкий изучил все западные повествования о путешествиях в Константинополь, о паломничестве в Константинополь, и выяснил, что там нет ничего подобного тем сочинениям, которые сочиняли русские путешественники, которые возвращались из Царьграда. Вот, например, тот же самый епископ новгородский Антоний, о котором была речь до этого, который
подробнейшим образом описал все те святыни, которые он видел в Святом Граде Константинополе, как тогда они его воспринимали. И в самом деле для русского сознания, отмечает Дурылин, это своего рода град Китиш. Вот как для нас это некая такая мечта о святом месте, а так вот и для византийца Константинопольская София это была некая мечта о пребывании вечного града и вечного храма и устремление к нему через молитву, через богослужение, через различные формы церковного благочестия. И Дурылин пишет следующее, что не миродержство, не юридическое устройство и не законотворчество, а вера, исповедание веры, догматическое сознание, все это огромное богатство религиозного опыта и сознания, вот что любила во Втором Риме и принимала в наследие Древняя Русь. Второй Рим – это благочестие во храме, в монастыре, в пустыне, а не в палатах базилевса, не в зале претора или на трибунах ипподрома. Это вечный Второй Рим, которому вот и поклонялся, собственно говоря, епископ Антоний Новгородский, который, прежде всего прибыв в Константинополь, он пошел поклониться Христу Пантократору, то есть поклониться в храме Святой Софии. И вот характерно то, что отмечает Дурылин, что не было в самой византийской иконографии изображения Святой Софии. Как, например, мы знаем, что в новгородской иконописи таковое изображение имеется. Византийцы, они, с одной стороны, действительно посвятили храм этот божественной премудрости, но вот как уже было сказано, что на первых этапах она отождествлялась с премудростью императора и с некой абстрактной премудростью, как, допустим, город Афины был посвящен Афине Палладе, также покровительнице мудрости. Соответственно, есть такая некая перекличка, да, между Афинами и Иерусалимом и Константинополем. Вот как бы три таких концепта культурного развития: греческий, восточный, библейский и римский, который синтезировал и то, и другое. По точному замечанию академика Георгия Острогорского, Византия есть не что иное, как синтез греческой эллинистической культуры, римского правового сознания и христианской веры. Фактически в себя Константинополь все это и вобрал, став и городом императора, и городом святыни. В нем было несколько сотен храмов, в частности, Никодим Павлович Кондаков перечисляет 89 храмов, посвященных только лишь Богородице. В самом комплексе Большого дворца было 30 храмов, и то, что сочеталось придворной жизни с церковной жизнью, как раз мы видим на примере богослужения в храме Святой Софии, когда устав придворный сочетался с уставом Великой Церкви. Скажем так, вот этот синтез, он действительно маркировал собой единство христианского сознания через служение государству, через служение Богу и через стремление в этом подвиге стать ближе к небу, ближе к Царству Небесному. То есть Византия как таковая, это был проект в чем-то, наверное, утопический, как бы мы сейчас сказали, да, потому что невозможно построить Царство Небесное на земле, но, тем не менее, у них было такое стойкое желание воплотить все, что можно воплотить, все добродетели, и светские добродетели, и церковные, и библейские добродетели в жизни, вот в реальном режиме онлайн. Здесь и сейчас достичь святости, здесь и сейчас стать максимально лучше, чем мы можем быть. И вот вся византийская парадигма, она на всех уровнях как раз в определенном иерархическом сознании формировала вот такое мировоззрение. Насколько мы можем сейчас это реконструировать в каких-то моделях филологических, культурологических, религиоведческих, это уже вопрос наших компетенций, наших устремлений, но то, что вот без этого нам просто онтологически, антропологически жить невозможно, нельзя стать полноценным человеком, не учитывая все эти настройки. Да, вот как вот мы изучаем пирамиду Маслоу, пирамиду ценностей, но эта пирамида по сравнению с теми
пирамидами, с теми моделями, которые предлагает византийская ментальность, это маленький осколочек. Вот как вот осколочки мозаик мы видим оставшиеся, так вот и пирамидка ценностей, она всего лишь фрагмент из целостного мировоззрения византийского полигистра, византийского интеллектуала, который зачастую совмещал в своей жизни и церковное, и светское послушание, как, например, патриарх Фотий, о котором тоже сегодня шла речь. Вот, в принципе, то, что я хотел сказать. Спасибо за внимание, спасибо за слово. Большое спасибо, Игорь Анатольевич. Вот вы вспомнили о Робере де Клари, крестоносце, который описал Константинополь, и мне вспомнилась еще одна курьезная ошибка, которую он допустил. Он увидел статую Юстиниана Великого на площади и подумал, что это император Ираклий. Кто-то ему об этом сказал. Вот. Ну и вот храм Святой Софии, да, что это вот Святая Троица, да, с его точки зрения. Вот. Ну, очень занятное произведение, такое вот непосредственное в своей живости. Вот. Ну что ж, мы посмотрели на храм Святой Софии с разных точек зрения, с точки зрения архитектуры, искусства, истории, литературы и так далее, и охарактеризовали его значение для всей мировой культуры. И теперь, коллеги, может быть, кто-то из вас хотел бы еще высказаться о современных событиях и о том, что произошло в недавнее время, и какие можно из этого сделать выводы. Дело в том, что теперь Святая София не музей София, а попала в руки мусульманского духовенства, ВАКФа, а это значит, что на нем будет, собственно говоря, забота о Святой Софии, а мы знаем, что происходит с византийскими храмами Константинополя, Стамбула, которые оказались мусульманскими. Да, вот у нас перед глазами печальный опыт реставрации, в кавычках, монастыря Пантократора, да, где были просто стесаны древние фасады, а внутри все покрашено под османское время. И, собственно говоря, вот такая османизация сейчас ожидает, видимо, и другие памятники. Храм Константина Липса начала X века, храм под названием Веф-Келесе Джами. И вот как бы для меня, как для историка архитектуры, это самое болезненное, потому что, вот как уже отмечалось сегодня, ситуация политическая может измениться, да, может, так сказать, как-то это поменяется, но если вот в ближайшее время действительно не будет научного подхода, музей Святой Софии, может быть, не идеальный был музей, но, по крайней мере, он заботился все-таки об Святой Софии, при том, что надо иметь в виду, что и в эпоху существования музея Святой Софии вы видели далеко не все. Например, замечательные мозаики Секретона никто никогда не видел, потому что турки держали там швабры для мытья храма, и, соответственно, им было там удобно держать, а показывать мозаики было неудобно. Да? Никто вообще с 60-х годов не мог попасть в маленький предел, который находится на юго-западном столпе храма, и сейчас, когда туда исследователи через почти 60 лет попали, они увидели, что никаких следов мозаик, описанных Кириллом Манго в 60-е годы, нет. Да? То есть и музей не идеален, но моя самая главная забота – это именно сохранность памятника. Здесь можно еще добавить, что через месяц после Святой Софии мечетью стала также еще одна византийская церковь, церковь в монастыре Хора, где сохранились просто уникальные поздневизантийские мозаики и фрески. И что с ними теперь будет, тоже совершенно непонятно. Все, безусловно, очень печально. То, что вот сейчас так происходит. Собственно, печально-то что? Печально то, что мы, то бишь люди, которые интересуются историей искусства, историей прошлых веков, теряют возможность, видимо, посмотреть в ближайшее время, а может и навсегда, если там уже что-то исчезает, на фрагмент этого прошлого, причем иногда очень даже такого не просто важного, но и красивого. Да? Но тут надо понимать одну очень важную сторону, что дело здесь как бы две стороны имеет. С одной стороны, это потеря контроля со стороны интеллектуальной
рационально мыслящей, так сказать, европейско ориентированной элиты, в том числе турецкой элиты интеллектуальной, для них сейчас тоже тяжелые времена, над вот этими ценностями музейными, культурными и прочими. Да? Это крах целого проекта такой европеизации Турции. Да? Вот. А с другой стороны, надо понимать, что как бы дело не в том, что это попадает в руки мусульманской общины. Да? Если бы это попало в руки какой-нибудь другой религиозной общины, не факт, что было бы существенно лучше. Да? Дело не в этом, дело не в том, что это мусульмане, а там не мусульмане, а дело в том, что в принципе интеллектуальная элита теряет вот этот самый контроль. Да? И я бы здесь вспомнил такие вещи, которые про ислам вообще иногда полезно напоминать самим мусульманам. Ну, во-первых, предание про то, как сам Магомед, пророк, да, при очищении Мекки руками закрыл изображение лики Богородицы и младенца на то ли фреске, то ли каком-то изображении в какой-то вот то ли часовне, то ли чем-то в Мекке, которую мусульманские, соответственно, борцы с идолами пытались оттуда сбить. Да? Он закрыл и сказал: не трожь, это, соответственно, Иса, это Марьям. Это серьезный момент, да? Это очень сильный аргумент. Это, правда, конечно, не Коран, в Коране про это вроде прямо никаких отголосков нету, вот, но это традиция, это важно. Да? Другой момент, который очень интересен, тоже подумать. Вот Сергей Аркадьевич Иванов, нам известный, наверное, многим известным присутствующим в зале, как-то обратил внимание в последнее время на продукцию гравюры, где изображено на османское время внешний вид Святой Софии, и там изображены эти самые вот как раз обсуждаемые мозаики. То есть они вроде как открыты, да? Я, честно сказать, до конца не понял, и как-то коллеги тоже в тот момент не смогли объяснить, что это такое и когда это было, но встал вопрос, а всегда ли эти мозаики были в мечети закрыты, или они были, может быть, вот коллеги сейчас прямо смогут этот вопрос прояснить, было бы очень интересно. И третий момент, который очень важен, понимать, что Святая София очень большую роль сыграла в развитии мусульманской архитектуры. И вот то, что мы сейчас не говорили о влиянии, и, грубо говоря, а кто продолжил вот этот тип постройки? Мусульмане, османы, потому что, собственно говоря, вскоре после занятия Константинополя возобновилось строительство такого рода сооружений. Да? Голубая мечеть, Сулеймания и другие мечети, которые стоят в центре Стамбула, они, в общем, действительно прекрасные наследницы вот этого самого. То есть получается, что сами византийцы не смогли построить второго ни одного такого храма, пришли османы, построили. Нам есть над чем задуматься, да? Всегда ли вот, и обязательно ли ислам будет выступать вот таким как бы врагом, что ли, вот Святой Софии, и не вопрос ли здесь не именно в исламе, а просто в конкретной нынешней ситуации, когда, может быть, это даже не совсем те люди этим занимаются, которые могли бы заняться. Да? Вот мне хотелось бы на этот вопрос обратить внимание, что, может быть, это мы в такую эпоху живем, когда такие люди получают власть над этим зданием, а, допустим, лет 200 назад или 300 Святая София была не в таком угрожаемом или плачевном состоянии. Если говорить о их самосознании в этом плане, то можно вспомнить и о том, что есть предание, что Мехмед II, который завоевал Константинополь, он повелел сложить золотые врата, потому что было представление о том, что через них придет освободитель города. И даже долгое время сами османы хоронили себя на Малоазийском берегу, чтобы, так
кстати, остаться на своей земле, что называется, потому что все равно может прийти освободитель. То есть они себя воспринимали как временные правители вот этой территории. Насколько это сейчас для них актуально, трудно сказать. Хотя в греческом мире существует пророчество Космы Италийского из 18 века, которое как раз вот говорило о трагических перипетиях в отношении Турции, турецкого государства. Оно вообще по его пророчеству распадется. И вот не является ли вот этот момент таким вот выпадением кирпичика из общего здания, которое может рухнуть вот при неаккуратных действиях вот реконструкторов, скажем так, да, современных политических реконструкторов. Вот такое мнение. Да, но сейчас все-таки Константинополь гораздо более турецкий город, чем там, в 15 веке, или чем даже в 19. Там было гораздо больше греков. До Малазийской катастрофы там вообще, так сказать, вот вся эта часть Османской империи была в большой степени греческой. Говорят, что там есть много криптохристиан среди турок. То есть вот тоже такая подводная ситуация такая. Ну да, конечно, да. Но все-таки ситуация уже изменилась в 20 веке. И вот эта вот греческая великая идея восстановления в единой империи, греческой, византийской империи со столицей в Константинополе, она, конечно, уже несбыточна. Вот. Ну, тут еще, конечно, нельзя забывать, что и турки не те, да. Одно дело образованные европейски ориентированные османы, которые ценили искусство, собирали и все прочее, да, и правили из этого, ну, фактически европейского города, да, который, ну, Стамбул, Константинополь же город очень похож на Петербург, примерно с похожей какой-то историей, да, и когда по нему уходишь, то видишь, что вот былое величие 100 лет тому назад, которое закончилось кровавой революцией и всеми прочими, вот, ушло, да, дворцы уже в руках других людей, которые не знают, для чего все эти красоты. Ну, то же самое, что у нас, собственно говоря, в Петербурге. Вот, и само понятие осман и турок в то время тоже не были синонимами. Это европейцы, мы их приравнивали, да, и считали, что Османская Турция – это именно турки, да. А турок скорее отсылала в то время к народным массам, в то время как осман больше как раз к вот этой политической элите, не совсем турецкой по происхождению, она такая была именно имперского характера, поэтому в их руках это просто иначе и все управлялось. Я, может, выскажу мысль очень крамольную, но сейчас вот воспринимается превращение Святой Софии в мечеть как такое отступление от нормы. С моей точки зрения, наоборот, то, что Святая София была музеем, это скорее счастливое исключение, которое, так сказать, просто длилось довольно долго. Но то, что случилось, она не первая Святая София Трапезунская, собственно, которая была, были также закрыты фрески, еще до этого была первой ласточкой. Вот. И, может быть, не стоит тешить себя надеждами, что это вот при следующих выборах изменится. Вполне надо готовиться к тому, что, возможно, те, кто успел увидеть Святую Софию вот так, какой она еще была недавно, может никогда больше ее не увидеть. Тогда же вот монастырь Хора стал музеем, ведь, да? Ну, это сейчас, да, это новый виток, где совсем бессмысленно, потому что Хора не имеет никакого символического значения для ислама, в отличие там, от Святой Софии, да, там была даже демонстрация против экскурсоводов, которые потеряли с этим работу, вот, но ясно совершенно, что это как бы некий новый курс, да, с другой стороны, конечно, для турка это предмет для торга, вы нам дайте что-нибудь, а мы, так сказать, снова Святую Софию превратим. И выбрали что-то такое, что значимо в для, музей, так сказать, да, но ученых, это крайне значимо, и не надо, так сказать, думать, что нет турок, которые не радуются тому, что Святая София стала мечетью. Да. Итак, ну, что произошло, то произошло, и, как вот сказала Анна Владимировна Захарова, архитектуру все-таки невозможно испортить, да, и, входя в храм Святой Софии, мы все можем, тем не менее, сказать, ощущать себя так же, как византийцы, так же, как люди в глубоком прошлом, наблюдать эти потрясающие архитектурные формы. Кстати, характерный момент еще, когда после Флорентийской унии вернулись делегаты обратно в город, то народ
бойкотировал униатские службы в Святой Софии и молились в другом месте. Там же был и Геннадий Схаларий, который потом стал уже первым патриархом после османского завоевания. Да, но тут надо отметить, что последняя служба Святой Софии, о которой рассказывалась, была униатской. Да, униатская, да, совершенно верно. Да. И историк Дука, который описывает эти события, он как раз укоряет жителей Константинополя. Вы бойкотировали эти службы, а теперь вы пришли сюда, в эту церковь, чтобы спастись. Да, вот, Это же после было отшествие ангела, получается. То есть тоже такой парадокс своими силами, как будто удержать исторический ход событий. Так, ну что ж, дорогие зрители, может быть, у вас есть какие-нибудь вопросы? Пожалуйста, мы будем рады ответить. Да, пожалуйста. Вы можете с места спрашивать. Спасибо за очень интересную лекцию. У меня есть такой вопрос, состоящий из двух частей. Каждый раз, когда видишь фотографии из Святой Софии, то удивляет соседство совершенно разных культур, христианской, да, и мусульманской. И меня в этой связи, мы знаем, что очень многие культуры, молодые, агрессивные, которые захватывают и осваивают новые территории, осваивают новые храмы, они очень часто затирают, уничтожают артефакты старых. И вот в данном случае меня волнует частичность разрушения. Да? Как это объяснялось османскими, турецкими новыми лидерами, что все-таки как-то оно сохранено для нашего всеобщего счастья, разумеется. Вот. И второй, не знаю, это вопрос или просто ремарка. Сейчас, когда несколько недель произошло это вот событие, переход в мечеть, статус мечети, близкий очень мне человек, частичный зонтолог, сказал, что ты, хочешь, ведь Святая София была выкуплена. Он мне даже показал документ, в котором значится там и сумма, и что вот, общемусульманские лидеры, они выкупили Софию, они просто захватили. И что частично, видимо, в каком-то историческом ракурсе это морально оправдывает теперь какие-то эти шаги. Я ни в коем случае никак не высказываю свое мнение, но мне кажется, что морально это никак не облегчает. Просто такой факт есть. И скажите, правда это или нет, прокомментируйте. Ну, я могу попробовать на первый вопрос, ответить. Насчет второго я ничего не знаю. Святая София была взята по праву победителя, да, собственно говоря, это был символический акт, что главный храм Византийской империи становится главной мечетью Османской империи. Патриархат был выселен в храм святых апостолов, а потом, когда Мехмед II захотел там построить свою, мечеть, то тогда была дальше уже выселена в храм, по-моему, Макаристес, где находился около 100 лет. И в этом смысле очевидно, что для турок было невозможно присутствие священных изображений, да. Это, при том, что мы помним, что говорила Анна Владимировна, про то, что до IX века в храме не было никаких изображений, да, все мозаики были не фигуративными, не считая изображений крестов, тоже для мусульман невозможно, а потом храм стал заполняться мозаиками, и в определенном смысле, произошло парадоксальное возвращение храма к одноконечности, к которой он был задуман, да, то есть он вернулся к состоянию без изображений. Но турок так потрясла эта архитектура, что, конечно, никаком, изменению облика не могла идти речи, наоборот, благодаря во многом Синану происходит поворот к копированию Святой Софии. И не надо забывать, что Святая София была спасена с султаном Абдул-Меджидом в середине XIX века. Храм находился в чудовищном состоянии, и, собственно говоря, в этот момент были раскрыты мозаики, их увидели, но и тут же, в качестве реакции, братьям Фасати дается заказ на создание этих огромных щитов с изречениями из Корана, которых не было до этого, и которые так сейчас меняют значительно облик храма. И у турок не было идеи как-то специально повредить Святую Софию. Они просто убрали то, что было для них недопустимо, да, там изображение крестов на мраморе тоже стесано и так далее. Но на самом деле просто храм был в не очень хорошем состоянии, несмотря на то, что это была главная мечеть Османской империи до этой реставрации середины XIX века, когда открылись мозаики, про которые никто уже не знал, да, то есть никто уже не помнил, что
что они есть. Это было таким своего рода культурным шоком, и надо отметить, что в этой реставрации основные рабочие силы были греки, константинопольские греки, и вот о том, о чем говорил профессор Виталиотис, да, вот такой всплеск для греческого сознания, открытие этих мозаик был тоже очень важен. Ну, строго говоря, как раз османы своей, так сказать, культурностью, высокой культурностью и в некоторой степени ориентацией именно на Европу в XIX веке, ну, помогли сохранить Святую Софию в том виде, в котором вот она сейчас. Да? Следующий такой человек, который помог, это Ататюрк, несмотря на то, что это тот самый человек, у которого действительно за плечами масса кровавых дел революционных и нереволюционных военных, но здесь он действительно сыграл роль. Поэтому тут надо понимать, что турки во многом, и османы, если их выделять, помогли спасти Софию для культурной части человечества. И вот трагедия это, что сейчас откат происходит с этих позиций. То есть это, ну, как бы не борьба греческого и турецкого, как иногда националисты могут представлять, а борьба между культурной частью общества и, соответственно, людьми, для которых культура является просто инструментом политического и религиозного влияния. Вот и все. Ну да. То есть не было никакой необходимости закрывать вот эти мозаики в нартексе, например. Ну, мечеть, все надо закрыть, да. Слава богу, не замазали, что надо сказать. И не сбили, да. Да. Нет, тут еще пока не так все страшно. Да, ну а по поводу второго вопроса мы действительно не знаем, что... Ну, есть легенда, что было разграбление, и Мехмед сказал, что это моя часть добычи, не трогать этот храм. Да. Ну, теоретически вообще, если так из общих соображений, то для ислама это совершенно нормальное действие — выкупить у другой религиозной общины то, что им нужно. Так что здесь как раз это абсолютно не вызывает никакого удивления, но действительно я тоже ничего не знаю на этот счет. Просто у кого он мог выкупить, если император пропал куда-то, да, вот Так, в момент битвы, да. У патриарха. Но патриарха они назначили спустя какое-то время, да, то есть как бы тут есть такой зазор временной, да, то есть когда и у кого это могло. Ну, теоретически возможно. Да. Возможно, Да, конечно, у общины, да. потому что община, христианская община признавалась, более того, позиции патриархии и патриарха усилились при османах, у него стало больше власти, чем было при византийских императорах, так что вполне возможно. Ну и ферманы могли выдавать. Да, есть же подобные тоже у монастыря Святой Екатерины документы, которые гарантируют им, так сказать, некие права от османов. Да, там все здания изначально принадлежали уже, собственно, султану, да, вот, властям османским всех. И поэтому, когда Мехмед вступил в храм Святой Софии и увидел, как какой-то воин выламывает куски мрамора, он сказал, что это недопустимо, что разрешено грабить, но не разрешено разрушать здания, которые принадлежат государству. Вот. Пожалуйста, есть ли еще вопросы? Тут есть еще один интересный момент, если так подумать. Вот мы все говорим, что Святая София – это византийский храм, византийское достижение и прочее, прочее. Но если мы задумаемся, то граница между средневековой Византией и античной цивилизацией, византийской средневековой цивилизацией, восточно-христианской, православной и цивилизацией античной, лежит как раз не в этом, ну, как бы позже, чем само это здание построено, потому что Юстиниан – это еще поздняя античность. И начало VII века – это еще поздняя античность. Цивилизация после и одновременно ранняя Византия. Это вопрос мучительный. Переходный период, да, с 4 по 7 век. Переходный не с 4 по 7, а с 7 по 8 и 9. Нет, ну начало, если Нет, смерть Ираклия, это уже начало. Уникальный период, который одновременно называется и поздней античностью, и ранней Византией. Да, но название не всегда отражает сущность, да?
А вся поздняя античная культура, она, собственно, эллинистическая культура, и во всех школах, допустим, вот этот же самые строители храма, они происходили из маленьких городов, да, из Трал, из Милета и прочих городов, которые в настоящее византийское время уже будут глубочайшим захолустьем. Оттуда представить себе, я с трудом себе могу представить, что в каком-нибудь там 11-12 веке оттуда бы явились такие математики, которые будут рассчитывать эти самые купола. Нет, им уже это все. Да? Мастера, которые в IX веке делали Богородицу, были совершенно эллинистическими. Более эллинистической мозаики, да, чем Богородица и ангела, невозможно придумать. Да, но это отдельная реминисценция. А представить себе, чтобы во всех городах Византии XI века был бы такой уровень культуры, какой был в V, начале VI, скажем, или середине VI, мы не можем. Да? То есть у нас совершенно разные, плюс степень эллинизации населения, да? Когда в глубокой провинции была масса образованных культурных людей, и это античная культура, эллинистическая, живая абсолютно, да, которая живет этой культурой, которая сочиняет эпиграммы и прочее. Да? А с другой стороны, мы имеем потом возрожденную в 8, 9, 10 расцветшую Византию, в которой эта эллинистическая культура только верхнего слоя, да? И только в столичном, собственно говоря, окружении. А вся деревня живет совершенно иначе, говорит на другом языке и языках, да? В VI веке тоже язык-то другой уже разговорный. Ну, они все прекрасно в школе-то учили. И в школе, и в IX, и в X веке. Там тоже образованные люди, просто они, в маленьких городах где-нибудь в центре Малой Азии или в районе Софии. Во-первых, Фессалоника. Ну, один город Фессалоника, да, на Балканах. Ну и другие, на самом деле, тоже города, Их куда прибывали вот эти вот столичные. Просто боюсь, что мы вовлекаем слушателей в наш научный спор. Речь к тому, что храм этот, это здание, это не просто византийское, в зависимости от того, как мы будем понимать Византию, ведь есть разные точки зрения, но это еще и последний такое достижение античной цивилизации, потому что, вот, собственно говоря, гений античности, он здесь реализовался очередной раз и дал возможность это создать. И именно поэтому средневековая Византия не могла ничего такого повторить, потому что она уже это потеряла и восстановить по-настоящему не могла. То, что это смогли сделать потом османы на свой лад, ну, там свои проблемы, но это уже новое время. Ну, что считать Византией, где заканчивается античность, где начинается средневековая Византия, это особая большая тема, и, вероятно, этой теме будет посвящен один из диспутов, одна из лекций в следующем месяце. Вот следующую лекцию как раз Петр Валерьевич прочитает про историю византийского государства. Ну, если больше нет вопросов, может быть, есть вопросы? Если больше нету, то мы все благодарим вас за внимание. И